Народ хорватов, запутанного, вероятно, ирано-славянского происхождения, обосновался на Балканах после недолгого пребывания в современной Саксонии, так называемой Белой Хорватии. Дождавшись упадка аварского каганата, хорваты заняли благодатные горные районы Адриатики, которые отлично кормили и защищали весь народ. При этом хорваты оставались отличными конниками и, несмотря на рельеф, разводили лошадей и хорошо применяли их в бою, что узнали на себе османы, пытаясь надолго закрепиться в регионе. А когда османская угроза стала менее тотальной, хорватских конников открыли для себя западные правители и нашли им применение. Первый регулярный краатский полк был сформирован в 1625 году Иоганном Гектором Людвигом Изолоном. Уроженцем венецианских колоний, захваченных османами, он, оставшись без дома и наследства, стал главным вербовщиком воеводине Хорватии для нужд участников 30-летней войны. Кроаты оказались отличным противоядием против сильной саксонской и шведской армии. Неоднократно они спасали положение дел в битвах со шведами, переламывая ход сражений, опустошали округу и сеяли ужас, ведомый своим некрасивым полководцем, который лишился всех волос на теле из-за осложнений сифилиса. Известный имперский полководец Альбрехт Валенштейн особенно любил своих краатских всадников. Он писал: «Немцы громоздкие, тяжелые и медленные всадники. Венгры ненадежные бегают. Поляки быстро рассеиваются в поисках добычи. Молдаване не хотят уходить далеко от своих домов. Валахи продаются за небольшие деньги. А кроаты атакуют сильно и кучно, там, где это больше всего нужно, и почти никогда не сдаются». Кроаты, также известные как хорваты и кроваты, так обозначались разнородные подразделения легкой кавалерии, набранные из наемников Восточной и Юго-Восточной Европы. Их возникновение связано с приграничной зоной, военной границей Габсбургской империи. Изначально они представляли собой неформальные группы, автономно организованные в отдельные вольные отряды. Кроатская кавалерия, именуемая также Кроатиш-Райтер, Крабатен, Кроатен, функционально была близка к гусарам, выступая в роли легкой кавалерии. Однако помимо сабли и кинжалы, всадники обычно вооружались двумя кавалерийскими пистолетами и часто аркебузой. Это позволяло им выполнять задачи, свойственные аркебузерам или драгунам, продолжая традиции конной пехоты. Сабля носилась через плечо, чтобы не стеснять движение ног. Универсальность хорватских воинов, заключавшаяся в их способности сражаться как в конном, так и пешем строю, делала их ценным активом на поле боя. Эта гибкость позволяла им эффективно выполнять задачи, связанные с малой войной, такие как охрана флангов, поиск провианта и обеспечение безопасности передвижения. Фрай-ройтеры выступали в роли мобильной конницы, занимавшейся разведкой сил противника, определением оптимальных маршрутов и поиском мест для размещения войск. Кроме того, они преследовали отступающего или разбитого врага и препятствовали его разведывательным операциям. Малая война представляла хорватам возможности для личного обогащения. В отличие от тяжелой кавалерии, хорваты не предназначались для прямых столкновений с регулярными войсками, хотя нередко оказывались втянутыми в крупные сражения. Их знамена украшало изображение волка, оскалившего пасть, древний хорватский символ. После битвы на Сисаке в 1593 году и последовавшей за этим войны с Турцией, которая продолжалась до 1606 года, на военной границе Габсбургов с Османской империей проживало около 7000 бойцов. Примерно 30% из них были хорватами, служащими в различных отрядах, такие как гусары, харамия от турецкого слова харам, то есть бандит, и легкая пехота. В случае крупных военных конфликтов с османами несколько тысяч хорватов подлежали мобилизации по приказу бана, правителя области, либо церкви. В начале 30-летней войны Вена открыла набор армий и обратилась за помощью к хорватам, потому что оказалась в сложной ситуации. Хорваты были основными всадниками, которые откликнулись на призыв императора. Поскольку из огнестрельного оружия они несли по крайней мере 2 пистолета и аркебузу, их причисляли к аркебузирам. Хорватские кавалерийские полки состояли в основном из 4 либо 8 чет, то есть рота. Это был оптимальный размер отряда для ведения партизанской войны. Кроаты носили шляпы из меха и длинные красные плащи. Всадники имели шарфы на шеях, вероятно, в гигиенических целях. Во время 30-летней войны кроаты вступили в контакт с французами, которые были впечатлены их одеждой, и вскоре заимствовали шарф,
назвав его в честь кроатов Краватте. Чуть позднее крават преобразился в современный галстук, который до сих пор так и называется. В рядах имперской армии кроаты отличились в многочисленных битвах и походах. Не будет преувеличением сказать, что именно тогда Западная Европа вообще узнала о существовании хорватов. Они неоднократно опустошали Чехию, Померанию, Саксонию, Гессен, Тюрингию, Силезию, вторгались во Францию. За необычный для Западной Европы внешний вид местные жители называли их цыганами. Но гораздо больше, чем своими военными подвигами, кроаты прославились зверствами против мирного протестантского населения, которое они терроризировали без всякой пощады. Наемники не заботились о тонкостях политических отношений различных партий и стран, все дома были разграблены, женщины изнасилованы, тысячи жителей, независимо от возраста или пола, убиты, что было вообще-то запрещено под страхом смертной казни согласно законам империи, но не соблюдалось ни солдатами, ни командирами. Так, например, около 2/3 населения Магдебурга погибло при захвате города кроатами. В результате штурма Магдебурга 20 мая 1631 года погибло примерно 20 тысяч горожан. Эта резня, получившая название «Магдебургская свадьба» (Magdeburger Hochzeit), считается самой массовой и жуткой бойней в период 30-летней войны. Ужас от жестокости разгромивших город отрядов был такой, что не передать ни словами, ни выплакать слезами. Большинству выживших горожан пришлось покинуть Магдебург, потому что они потеряли средства к существованию из-за разрушений жилищ, а затем эпидемия, которая началась после, унесла еще больше жизней. Один из важнейших городов Германии внезапно утратил свое значение и на несколько веков был отброшен назад в своем развитии. Только в XIX веке численность населения города превзошла население города в 1630 году. О подвигах самих кроатов сохранилось много разных свидетельств современников. Так, в октябре 1634 года город Теймар в Тюрингии был разграблен и почти полностью разрушен. Из 300 домов осталось только 69. Кроатские всадники, которые в небольших отрядах искали себе добычу, вплоть до ворот Майнингена. Вскоре ими также был взят город Зуль, знаменитая оружейная кузница Европы, которая тут же прекратила свою работу. В том же году кроаты напали на город Зонтра в Гессен-Касселе. В рождественскую ночь они его сожгли. Затем 1000 всадников двинулось к городу Эшвеге, и после боя кроаты подожгли все вокруг. Вслед за этим городом после грабежей и обысков запылал Райхензаксен, где сгорело также 130 домов и конюшни. Из тех, кто осмеливался остаться в городе, было много погибших. Некоторым отрубили головы на улицах, других убивали топорами, кого-то сожгли, кто-то задохнулся в подвалах, иные оказались повешенными. В апреле 1635 года полковник Марко Корпес вместе с другими полками кроатов попал в засаду в Эшвеге. Это привело кроатов в такую ярость, что они сожгли дотла 14 деревень и порубили саблями все население без различия пола и возраста. В ответ шведы не остались в долгу. Захватив у Зонтра 13 кроатов, они их сожгли живьем. В 1637 году подданные ландграфа Вильгельма V Гессен-Кассельского сообщили ему, что нехристи-кроаты отрезали людям языки, носы и уши, выкалывали глаза, вбивали гвозди в головы и ноги. Расплавленное олово и всякого рода грязь вливали в тело через рот и уши. В докладе хрониста Бекмана от 15 ноября 1638 года написано, что кроаты разграбили все церкви, вскрыли могилы, много хуже, чем когда-либо прежде общались с людьми. Осквернили женщин, даже 11-12-летних детей, совершая это в церквях злым и неестественным образом. Брали воду из навоза и сам навоз ведрами и вливали людям в рот, называя это шведским напитком или бренди. Видим узнаваемый почерк зверств, характерных для любых славянских войн. От описаний сожжения на кол целых городов славянами при Маврикии и Византии до мясников усташей или сербских коллег-четников во время Второй мировой войны. Впрочем, этому было экономическое объяснение. Имидж кроатов, как людей диких и жестоких, отчасти стал следствием использования их конных частей как средства военной разведки. Благодаря тому, что они постоянно шли в авангарде, кроаты часто первыми оказывались в городах и селах, которые ранее не были затронуты войной. Поскольку воины должны были сами себя обеспечивать, а кроатам надо было что-то есть и что-то сберечь как трофеи, они принимались за грабеж, а встречая логичный отбор, впадали в ярость. В протестантской части населения Европы кроаты приобрели особенно негативную репутацию в связи со зверствами на войне. Кроатов так часто обвиняли в убийствах, грабежах и изнасилованиях, пытках, что шведский король Густав II Адольф назвал их новой знатью дьявола. С пленными кроатами шведы не церемонились, поэтому в плен они не сдавались, понимая, что пощады не будет. Таким была репутация кроатов в тот период.
Пишите в комментариях, что думаете по этому поводу, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.